Нет большей радости для онкологического пациента, чем услышать после долгого процесса лечения, не самого приятного и простого, что он в ремиссии. Но зачастую не все понимают, что такое ремиссия и когда об этом можно говорить. Меня зовут Анастасия Мочалова, я доктор медицинских наук, врач-онколог с 20-летним стажем. В этом ролике я расскажу самое важное о ремиссии, о чем должен знать каждый пациент. Расскажу, что такое ремиссия и, главное, что влияет на ее стойкость. Когда можно говорить про ремиссию? Ремиссия – это когда после лечения в организме больше не видно признаков опухоли. Есть полная ремиссия. Это означает, что ни клинические осмотры, ни УЗИ, ни томографии не находят никаких следов болезни. Но есть и понятие частичной ремиссии, когда опухоль уменьшилась, например, на треть или больше, то есть на 30%. Но ремиссия – это не полное излечение, потому что даже если мы не видим опухоли, раковые клетки могут сохраняться в скрытом виде. Но факт ремиссии говорит о том, что лечение сработало, и мы выиграли время. Это первый очень важный шаг к долгосрочному контролю болезни. Почему врачи не говорят о излечении от рака? Знаете, очень частый вопрос, и он абсолютно понятный. После окончания лечения, особенно когда все прошло успешно, пациентам хочется услышать: «Вы полностью здоровы». Но в онкологии мы используем слово «ремиссия». Это значит, что мы не видим признаков болезни, все под контролем. Но почему мы не говорим сразу, что вы вылечились? Потому что у рака есть такая особенность. Иногда он может вернуться даже через многие годы. Поэтому мы продолжаем наблюдение после лечения, делаем контрольные обследования и всегда держим руку на пульсе. И вот если проходит 5 лет без рецидива, мы уже начинаем говорить о стойкой ремиссии. А через 10 лет, если все спокойно, можно сказать, что риск возврата болезни минимален. В некоторых случаях мы действительно говорим: «Вы вылечились». Так что да, у вас может быть долгая, устойчивая ремиссия, и это уже огромное достижение. А все остальное мы продолжаем держать под контролем вместе с пациентами. Вам нужно понимать, что онкологическое заболевание – это хроническая болезнь. И нужно постоянно держать контроль, нужно постоянно находиться на связи со своим врачом-онкологом и регулярно проходить все обследования, которые назначает доктор. Как можно достичь ремиссии? Вопрос, как можно достичь ремиссии, по сути, идентичен вопросу, как проходит лечение от онкологии, потому что ремиссия – это и есть цель и результат любого онкологического лечения. Первый шаг – это операция. Когда опухоль находится в одном месте и ее можно удалить, мы стараемся убрать весь заметный участок вместе с небольшим запасом здоровой ткани вокруг, где могут скрываться опухолевые клетки. После такой операции в организме остается совсем немного раковых клеток или не остается совсем. Второй шаг – это системная терапия, то есть химиотерапия, таргетная терапия или иммунная терапия. Каждый из этих подходов имеет свое применение, и решение остается за врачом. Химиотерапия действует системно по всему организму, то есть ловит быстро растущие опухолевые клетки и не дает им размножаться. Таргетная терапия – это как прицельный выстрел. Лекарства нацеливаются на особые белки или гены опухоли и блокируют их. А иммунотерапия подсказывает вашей иммунной системе, как распознавать и уничтожать оставшиеся опухолевые клетки. Словно дает ей новые очки для поиска врага. По сути, операция удаляет видимые очаги, а остальные препараты причесывают организм и не дают болезни вернуться. Логично дальше обсудить, что влияет на стойкость ремиссии. И тут, конечно, не самая приятная вещь в том, что от человека зависит далеко не все. Первое – это генетические особенности опухоли. Некоторые мутации защищают клетки от лекарств и помогают восстанавливать ДНК, поэтому они могут выжить и после лекарственной терапии. Из-за разной чувствительности опухолевых клеток лекарство убивает не все клетки, и выжившие со временем могут расти снова. Также, если в опухоли нет мишеней для таргетных препаратов, мы полагаемся на более общие методы лечения, а это может и не убить мелкие клетки. Плюс сама опухоль может перепрограммироваться, приобретая новые мутации под давлением лечения. Второе. Это ответ иммунной системы пациента. Представьте, что в вашем организме есть солдаты, клетки иммунной системы, которые постоянно патрулируют и ищут опасные клетки. Иногда эти солдаты отлично справляются, распознают опухолевые клетки, уничтожают их, не давая опухоли разрастись. У разных людей сила иммунного патруля разная. Зависит от генетики, общего состояния здоровья, условий вокруг опухоли. Иммунотерапия помогает солдатам лучше видеть врага, блокирует маскировку
маскировку раковых клеток и дает иммунитету дополнительный заряд. Когда иммунная система активно поддерживает лечение, шанс на длительную ремиссию заметно растет. Третье. Это как раз то, что полностью зависит от человека. И вот здесь важно делать все, что зависит от вас. Это образ жизни, выполнение рекомендаций врача, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание. Это все, очевидно, повлияет плохо на стойкость ремиссии. Как жить после ремиссии? Так же, как и до болезни. Вы справились, но важно, чтобы после того, как мы с вами достигли ремиссии, вы не исчезли из поля зрения врача. Нужно понимать, что онкология – это хроническое заболевание, оно может вернуться, к сожалению. Да, с каждым годом все меньше шансов, но все-таки это возможно. Поэтому будьте всегда на связи со своим врачом-онкологом. Бдительность – это очень важно. Во-вторых, вы неизбежно столкнетесь со страхом рецидива. Важно не оставаться один на один со своими страхами. Общайтесь с психологом, он поможет вам подобрать эффективные техники расслабления. Занимайтесь арт-терапией, физкульт-терапией, живите полной, насыщенной жизнью. В-третьих, если вы чувствуете, что что-то не то, нужно обязательно обратиться к врачу. Про рецидив у меня есть отдельный ролик, его стоит посмотреть, чтобы понимать больше о том, что такое рецидив и как его вовремя увидеть. Как вернуть качество жизни после ремиссии? Глобально можно говорить о 3 аспектах. Первое – это постепенное физическое восстановление через разные реабилитационные программы. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, водные процедуры, плавание – это все поможет снять мышечную слабость, улучшить выносливость. Второе, очень важное – это сбалансированность питания. Пациенты, которые прошли активное лечение, химиотерапию, они имеют нарушение вкусовых ощущений, многие не могут есть, у кого-то остались признаки тошноты, рвоты после проведенного лечения. И как раз в период ремиссии очень важно наладить полноценное питание с высоким содержанием белка, углеводов, жиров, клетчатки, фруктов и овощей. И, конечно же, психоэмоциональная адаптация. Это очень важно в становлении нормального образа жизни по окончанию лечения. У нас есть психолог, который работает с онкологическими пациентами и в процессе лечения, и на момент окончания лечения. И, конечно, можно с психологом подобрать ту программу психоэмоциональной реабилитации, которая необходима именно вам. Далее хотела бы ответить на несколько частых вопросов. Первый вопрос: можно ли путешествовать, загорать, летать на самолетах? Этот вопрос возникает у многих. После всего, что вы прошли, хочется снова жить полноценной жизнью, и это абсолютно нормально и правильно. Летать на самолетах можно, если вы чувствуете себя хорошо, нет никаких противопоказаний от лечащего врача, пожалуйста, летайте. Единственное, после некоторых видов химиотерапии и при повышенном риске тромбозов стоит заранее обсудить с врачом, особенно если перелет долгий. По поводу загара. После химиотерапии и особенно лучевой терапии кожа может оставаться чувствительной очень долгое время. А ультрафиолет повышает риск пигментации и в некоторых случаях развития новых опухолей, в том числе и кожи. Поэтому избегайте прямого солнца с 11 до 16 часов. Используйте крем с SPF 50, надевайте легкую одежду с длинными рукавами, шляпу, очки и старайтесь находиться в тени. Старайтесь избегать экстремальных климатических условий. Следующий вопрос: какие анализы и обследования контролируют, что рак не вернулся? После лечения мы продолжаем регулярно наблюдать пациента. И очень важно, чтобы вовремя заметить возможный рецидив. Обычно мы используем анализы крови, общую биохимию, иногда это онкомаркеры. Но чаще основным методом исследований являются компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, иногда ПЭТ-КТ. При раке кишечника или желудка это гастроскопия, колоноскопия. Используется маммография, МРТ молочных желез. Обследования назначаются не про запас, а по конкретной ситуации. А частота зависит от времени после лечения. Первые 2-3 года чаще, потом реже. Главное не пропускать наблюдение и не паниковать без повода. Все под контролем. И я вас призываю, ни в коем случае из-за страха рецидива не откладывайте обследование. Даже если вы очень боитесь, даже если вы очень переживаете, нужно соблюдать все сроки проведения контрольных обследований, потому что чем раньше мы найдем даже рецидив или возврат болезни, или появление метастазов, тем больше методов лечения у нас есть в арсенале, и тем лучше мы можем справиться с этими начальными признаками заболевания. Не нужно бояться, любая болезнь лечится, главное ее вовремя диагностировать.